Сергей. Добрый день. Привет. Чем порадуешь сегодня наших зрителей? Сегодня будет салатик с вялено-копченой уткой. Грудка Что-то утки. французское? Нет, что-то местное, татарское. У нас здесь есть производство. Мы очень хорошо у себя в ресторанах используем продукцию с этого производства. На самом деле, значит, должен сказать, что утка да гусь это, пожалуй, что очень важные татарские продукты. И Так, в Татарстане их умеют выращивать не хуже, чем во Франции. И бывает французская копченая утиная грудка, бывало когда-то, значит, да? А теперь у нас есть татарская утиная грудка, которая, ну вот ничуть не хуже, замечательная. Скажи, пожалуйста, что, подожди, вот это что ты насыпал? Вот, это корт. Это там... надо все показывать, Да? надо все Ой-ой-ой. показывать. Это вот, значит, корт, Так, объясни, что такое корт. Сейчас, значит, делаю заправочку для нашего салата. Туда будет входить корт. Корт – это тоже национальное татарское блюдо. Это томленый творог. Ингредиент. Ингредиент для соуса нашего, да. Он слегка сладковатый. Добавит, это катык. Это, значит, вот практически берут творог, его томят до тех пор, пока он не подсохнет и не покраснеет. То есть вот там сахара, которые содержатся, лактоза, а вот она карамелизированная полностью уже здесь, да? И чем ты залил это? Это катык и каймак. Катык, ну, видите, в Татарстане катык какого цвета? Такой вот розовый, тоже из томленного молока, топленого молока делается катык. Ну, то, что по всей России называется ряженка. Значит, смешиваешь ряженку, из которой делается творог, собственно. Да, этот кырт, и добавляешь... Добавляю немного катыка и ложку для жирности, так скажем, каймак. Это деревенская сметана наша. Ну, тоже очень густые сливки. Очень густые. Да, можно сказать, что до 60%. Да, чуть-чуть, да. Вместо сливочного масла можете брать, ребята, и кушать этот катык. На хлеб намазал или обмакнул хлеб. А если кусочек белого хлеба, катык и еще капля меда, я не знаю, десерта лучше. Согласен. Так, чуть-чуть сухого чесночка добавим. Прям чуть-чуть. Гранулированного чеснока. Да, сюда, в заправку. Да, чуть-чуть. Я очень за катык, кисленький вкус. И вот в других национальных кухнях это сочетание катык и чеснок встречается очень часто. Все это дело взобьем блендером. Ой-ой-ой. Отойду-ка я подальше. В принципе, я думаю, достаточно. Пока он не смотрит, пока он не видит. Интересно. Поехали. Интересно. Так, блендером взбили, поженили, так сказать, продукты. Убрали в стороночку. Дальше начнем собирать салатик. Для нашего салатика я взял местный шпинат, который выращиваются у нас в Татарстане. Шпинат уродился. Листья такие прям. Листья хорошие. Хоть заворачивай в него что угодно. Да, мы его немножко покромсаем. Не слишком мелко, не слишком крупно. Хоть и обещал не лезть Сережке на работу. Значит... Так, есть еще щавель. Вот щавель, да. Я вот про что говорю. Вот этот стебелек. Стебелек, если... Ну, можно, конечно, вот так вот. Ага, понял. Я самый толстый срезал, мелочь там оставил. Так, и щавель замешаем. Немножко еще вот я взял микса, который у нас не растет. Но... Это что там, руккола, что там? Там у нас есть руккола, мангольд, шпинат чуть-чуть. Ну, в принципе, в любом все. супермаркете продается. Да, в любом супермаркете продается. В ресторанах используем ее. Понятно, что когда-то, может быть, не использовали никакой рукколы здесь, да, хотя вон одуванчики-то растут. Но могу сказать, что мы говорим о современной кухне. Мы говорим о кухне будущего Татарстана, да, не только же вот кухня, которую там 200 лет назад готовили. Кухня должна развиваться, и развивается она в том числе за счет появления новых продуктов. Вот если народ переехал из одного ландшафта в другой, у него и кухня меняется. А сегодняшний ландшафт – это не только поля и огороды, это еще и полки супермаркетов. В супермаркетах продается. Значит, да. Почему бы не использовать, если это вкусно, полезно? Да? Ну и плюс еще не у всех есть возможность жить рядом с рынком и в шаговой доступности иметь возможность взять шпинат и щавель, поэтому... А это есть везде под рукой, поэтому мы, собственно говоря, это используем.
Вперед. Так, дальше, значит, у нас в этот салат идет вяленая слива. Сливы тоже у нас в хороших объемах произрастают в Татарстане. Была задача сделать сезонный продукт, сезонное блюдо. Я нашел, значит, у нас Вяленая? вяленая слива. Я вот так вот, я вот с краешку, я остальные не потрогаю. У нас Вяленая слива. в верхнем Она что, в условии. масле вялится или как? Нет, мы ее сначала завялили, а для хранения потом, как и вяленый томат, убираем в масло с чесночком, прокладывая. Это вы сами в ресторане делаете? Это я делаю дома, но и в ресторане тоже. Ресторан Еще раз, подробненько, давай. Так, значит, слива, местные у нас сливы, я не помню, как называется сорт, но она растет в Татарстане в каждом саду. Я ее Косточку. собрал, Блин, вкусно. убрал косточку, повярил по принципу томатов, то есть это где-то часов 10-12 при температуре 60-70 градусов жара. И обязательно конвекция, чтобы воздухом обдувало. Все это 12 часов полежало, потом я это все собрал в баночку, проложил с чесночком, со специями, итальянскими травами, ну, потому что итальянские Вот. травы. И пролил все это маслицем, желательно оливковым, но можно и смесью оливкового растительного сделать. Ребята, значит, вот перед вами гений. Перед вами гений. Ну, шпинат там, ладно, там это там смешать, там, кырт с творогом, там, не знаю, там, с каймаком, там. Ну, это очень хорошо. Мне понравилось. Поздравляю. Поздравляю, это находка. Спасибо. Так, значит, утиная грудка, как я повторился, это... Завяленная, закопченная. Завяленная, закопченная, да, это наше производство татарское делает. Значит, Могу, в принципе, рассказать, и в ресторане мы у себя тоже это делаем, но мы делаем это просто процесс долгий, 3 дня его надо будет просолить прежде, поэтому я взял готовый вариант сейчас. А так, на самом деле, ничего сложного, просыпаем специями, просыпаем солью, оставляем на 3 дня, потом все это промываем, чуть-чуть отмачиваем, заворачиваем в полотенечко и вешаем сушиться, вялиться еще на недельку. И, в принципе, у нас получается готовая вяленая... Потом еще подкоптить. Но Да, а потом в общем, еще, да, подкоптить. В общем, не крутите себе мозги, извиняюсь за грубое Купите слово. готовую, да. Идите, купите готовую. Приезжайте в Татарстан, везде продается. И покажешь потом, Сергей, покажешь, как вот, какой слой жира. Качество утиной грудки определяется тем, насколько здесь много жира. Да. А здесь жира так много, и она выглядит такая красивая, она такая замечательная, такая, что я ее просто вот так вот сейчас возьму и съем. Блаженство. Могу сказать, что вот этот рецепт можешь заканчивать снимать, потому что вяленая слива и вот эта утиная грудка, да там, ну, можно что-то добавить для веса, для объема, да, но вот это все уже сделало салат. Вот это все уже, видите, мне говорить даже трудно. Понимаете, да? У меня же естественные инстинкты продолжают работать. Тарелочка у нас. Вкусно. И то вкусно, и это вкусно. Что, Сергей? Тарелочку забыл я свою взять. Так. Возьмем маленечко масла с-под этой сливы и А, вот это масло, которое, значит, с чесноком, с чесночком, с травками, да, чуть-чуть зальем. Травами. Да что там, орегано, там, базилик, там что-то, какие-то травы. Орегано, базилик. Что они итальянские-то? Они везде растут. Ну, орегано это душица, базилик это тоже уже давно не заморская история. Так, я забыл свой пинцетик, как говорится. Сергей, Да, и это сейчас пойдет на стол. Да? так точно. Да? Без термообработки, да? Без Без термообработки, на салфетке. Что лучше? Надеть перчатки одну пару на весь день? Лучше одеть- Или почаще помыть руки? Как ты Почаще считаешь? помыть руки, я считаю, потому что перчатка на руках, она не позволяет нам чувствовать грязь на самой перчатке. И поэтому... Если вы не доверяете этому парню, берите вот эти продукты и готовьте сами. Я предпочитаю, чтобы мне готовили с чистыми руками, с чистой душой, с горячим сердцем и со здравым сознанием. Повар должен быть прежде всего умный, а потом у него все будет абсолютно безопасно в плане питания.
Так что... Тут полностью поддерживаю. Мы в своей профессии очень тщательно следим за чистотой своих рук и своего инвентаря. И вот так вот прям в серединочку мы оформим заправочки. И слегка, так скажем, присыпем картом. В принципе, Ну, чтобы было видно, что это по-татарски, да? что это по-татарски, да, что все присутствует в инвентаре, в соусе. Бигзур татарча. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталих Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталих Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталих Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные, вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. А ты в Казани давно живешь? Всю жизнь. А как по-татарски сказать «приятного аппетита»? Знаешь, умеешь? Давай я тебя Приятного научу. аппетита. Давай я тебя научу. Я в Татарстан недавно приезжаю, всего год. Значит, надо говорить «ашларыгыз». Там лебусон. Ну, теперь втроем, давай прямо вот в эту камеру глядя. Наши зрители сейчас там. Дорогие друзья, «ашларыгыз» там лебулсын.